Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Папу Ягая Яру, да? В скине, которая у нас там вышла в новой коллекции, да? Которую еще даже не заанонсировали, по сути. Ну, вы уже можете заранее все скины себе достать, надеюсь. Ну и вот, в общем, в этой фруктовой Яре мы сегодня будем играть. Будем нагибать, опять же, Яра у нас достаточно сильный персонаж. Новинка. Видите, показывают новинку, но ее тут нету. А знаете почему? Потому что она просто не отображается. Скорее всего, она уже там есть, из-за этого, видите, механика работает. Понимаете, в чем приколы? Все уже есть, но механика работает, но что-то забыли скрыть, а что-то скрыли, и в итоге получается то, что получается. Беспалевно, как говорится. Ну ладно, мы отправляемся в бои. Раскусили, так сказать, разработчиков по полной. Опять же, новостей пока каких-то дополнительных нету, поэтому просто разваливаем все, что движется. Опять же, на Яре нужна подвижность. Будем сегодня шустрым, как никогда. Пугайчиком. Ну, кстати, красивый скинчик, посмотрите. Эти так шевелятся прикольно, динамичные. Круто. Мне нравится. Вообще, Яра это один из хороших персонажей. Даже я бы сказал, сильных персонажей. Потому что вот у нее стандартная скорость достаточно высокая, и плюс ботинок. И Яра становится достаточно сильным персонажем в этом плане. И если, ну, условно, сделать Яре еще сандали святого, ну, опять же, 4 слота нужно для этого, все дела, то можно вообще очень жестко нагибать. Так, ну похилим пока что, ребят. Тут немножко у них хп не хватает. Пока что бахаем так. У нас команда немножко сдвинулась. Я бы сказал, не немножко даже, сильно очень сдвинулась. Бедный акул. Бедный акул, сочувствуя ему. По-другому не скажешь. Хамелеона отталкиваем. Бака тоже отталкиваем, всех пошотали. Красивая. Красиво, смотри. Ну красота же, а, ребят? Просто красотень. Пингвин пытается уйти, но не уйдет. Ну блин, я ж попал, ну. Беспредел. Да ну что он такой уродливый? Вот везучий пингвин, офигеть. Чтобы я такой везучий был. Ладно, давайте пойдем похилим жирафчика. Чтобы не скучал. Потом... Ля, вы видали? Какой дерзкий пингвин, а? Ты че еще не убежал, слышь? Ля, посмотрите на этого дерзкого пингвина. Ты что, думаешь, убежишь от меня, да? Ага, сейчас. Я тебе покажу, как от меня убегать. Ладно, хилимся. Пока что. А то как-то больно прилетело от пингвина. Но это опять же понятно было дело, что больно прилетит. У нас там главное, чтобы баки не потерялись, пока мы бегаем. Я пока похилю этого бачка. Ну, этого. Этого жирафчика. Так, играем пока вместе. У меня все норм. Главное, не дать в обиду противников. Ой, точнее, союзников. Противников. Не обижаем противников. Так, бахаем туда дробовиком, бахаем сюда. Бахаем везде, короче. О, как, видали, как залетел, а? Жестко. У нас баг сейчас, главное, это очень жесткий такой. Сильный противник. Сильный союзник, точнее. Так, бахаем пока что. Генрик там бегает, но у него ничего не получится. Видали, кстати, попал без ничего. Жестко. Капканчики поставим. Еще немного, чтобы на всякий случай были. Но Генрик скоро отъедет у нас. У него выбора нету просто. Потому что я там баху очень жестко. Видали? Видали? Кто попал? Кто попал? Имба. Имба Яра просто. Ну, за счет скорости в основном имба. За счет первобытного инстинкта немножечко он усилил. Я бы сказал, даже неплохо он усилил. Процентов на 20 персонажа усиляет. За счет того, что у персонажа появляется дополнительное время. Сразу 3 эффекта. Но опять же, это вот в каком-то динамичном очень замесе, когда именно 3 сквада вместе, да, в одной точке дерутся, тогда да, вот первобытный инстинкт может зарешать очень жестко. А так это, получится, ускорение и хил только. Дается и тебе, и союзнику. И, в принципе, за счет этого, плюс ботинок, можно на Яре очень жестко маневрировать, не получать урон и наносить урон в ответ. И плюс еще хилить союзников там, ну, как получается. И за счет этого этот персонаж становится имбовый очень жестко на 2 местах. Это у нас кусты зеленые, да, с левой стороны карты, и кусты вот такие вот с правой стороны карты. В принципе, если сейчас сандали святого взять, то можно имбовать и почти на фулл карте, но, опять же, везде ограничения, везде нужно привыкать, пытаться. Но, опять же, персонажу нужен дефибриллятор раз, ботинок 2, укол адреналина 3, и только потом уже 4-й слот можно сандали святого брать. Потому что без первых 3 слотов, ну, будет страдать. Очень сильно будет страдать. Прям катастрофически. Поэтому, ну, видите, скорость какая, да? Это скорость под, ну, вот, чисто ботинком. Без ботинка, ну, точнее, вот, по адаптивным навыкам не особо большое ускорение дается. То есть разница в ускорении практически отсутствует, да? Но
То есть стандартная скорость очень большая, и за счет этого, и за счет ботинка можно вот прям жестко разваливать. Что я, в принципе, делал. Опять же, у меня сейчас нету легендарного дробовика, из этого будет проблемка, конечно. Но вот золотой есть дробовичок. Ну, у Луи он все равно не нужен, поэтому мы берем на троих. Ну, а Брюс вы видите, какой у меня, да? Так, ну что у нас? Пока что все хорошо. Лев у нас... Ну, блин, ну что ему на острове надо, а? Любитель островов. Ой, не нравится мне это, то, что мы сейчас втроем идем. Но выбора нету. Тут либо с Генри, ой, с Луи быть, либо быть со Львом. Пытаюсь намекнуть, что надо играть командно, чтобы затащить. Красавчики. Все, вроде поняли, да? Надеюсь. Опять же, надо было оставаться в нашем месте. Но почему-то им захотелось пойти сюда, и придется идти с ними. Других вариантов нет, к сожалению. И, кстати, вот нельзя отменить навык, это тоже минус небольшой у Яры. То есть, вот, кстати, заработал первобытный инстинкт. То есть 3 эффекта одновременно работают. Жираф снес пол хп, если что. Пол хп жираф снес. А, или то Лизи была, кто-то из них вообще. Так, надо бахать пока что. Он, кстати, маневрирует неплохо. Жесткие противники попались. Нет, смотрите, просто одна тычка пол хп уходит. Играем, чё? Так, ну я дамажу, кстати, очень хорошо. За счет того, что персонаж у меня такой дамажный. Так, нужно лутать аптечку. Луи, лутай аптечку, давай. Так, ну погнали. Тут еще, кстати, она... А что, мне 2 аптечки снесли? Серьезно? О, а, Брюсбот получается. Лол, он не двиг... Вы поняли? Он так действовал, потому что не мог залутать аптечку. Так, ну, здесь у нас Брюс должен хорошо как бот сыграть, по идее. Мы Бака уже шотнули. Пока его будут резать, можно будет шотнуть других. Но посмотрите, какой у них жесткий сват. Просто 14 уровни. Просто 14 уровни. Жесть. И это все надо как-то сейчас развалить. Вот представьте себе, 14 уровни. Но у нас слишком много дальней атаки. Мы... Ну, Луи, я и кто там еще с нами был? Ну, и Кенгуру. Ну, то есть вдвоем, короче, с Луи мы затащили фулл сквад 14 уровней. Как вам, ребятки? Жестко было. Вот это мощь Яры. Мне кажется, или тут боты одни? Не, серьезно, мне кажется, или это боты. Ну, вы видели, как они действуют? Это реально боты, походу. Блин, какие склады ботов жесткие, а? Офигеть. А чё мне такой склад ботов не дали? Я тоже хочу, может, склад ботов, ну. Жесть, ну, я тоже хочу склад ботов. Ой, чё, куда я в ближний бой пошел? Ты это, конечно, дал. Ну, ладно, мы этих ботов развалили тоже. То есть, получается, тот склад был тоже ботов, что ли? Серьезно? То есть наш Брюс 14, сквад противника вот 14 уровней. И вот этот сквад 14 уровней, это были оба боты? Серьезно? Жесть. Не, ну не может такого быть. Кстати, заметьте, я бахал почти все время автоатака, если что. Топовый попугай, да? На автоатаке. Не, ну серьезно. Ладно бы последний сквад. Тут было видно, что они как-то действовали очень кучно и очень странно. Окей, они боты. Брюс мой 14, 100% был бот. Потому что я видел, как действуют боты на тестовом сервере. Они действуют именно так же. То есть они ждут возле аптечки и не могут ее залутать из-за бага какого-то. У них такое есть, да. Но сквад, от которого мы бежали, они действовали, ну, адекватно, стреляли правильно, качественно. Точно не люди. Точно не люди, это боты были, да. Просто битва против ботов. Как вам? На основном сервере, если что. Нормально? Нормально. Зато рейтинг пустим. Блин, ну там 400 уровней, а у меня... Я и Луи, все. Фух, ну за счет времени, за счет силы чего-то мы затащили кое-как, и это радует. Опять же, вот видите, возможно этот сквад... Не, ну смайлик показывает. Хотя не, боты смайлики тоже показывают. В общем, непонятно очень сильно. Но играем с тем, что есть. Ребят, такие дела. Так, это мы залутали. Врубаем ускор. И побежали к еще одному боту. У нас здесь есть. Красавчики. Как он так кинул? Ничего себе, кидок. А у нас гранат-то не так много. Мы себе такое позволить не можем, понимаете? Но мы можем в прямую атаку идти, лобовую. А как он достал? Он же был там, а я был здесь. Блин, я кнопки нажал не те. Ё-моё. Надо сейчас жирафа, главное, убить. Не, ну мы все убили. Нам повезло, у нас были аптечки, у них нет. Ух, жесть. Я еще немножко картинку подвинул, конечно, вы что сняете, ребят. Так, залутаемся. Все, погнали. Да, кенгуру, иди в обход. Делов-то тебе. Не, он попрыгал за нами, ну.
Гениальный кенгуру. Ой, давай, иди сюда, кенгуру. Где ты там? О, похилю. Красавчик. Все, погнали. На ускорах за... Тут еще противники. Ё-моё, а чё вас так много? А можно по очереди, не? Невидимо нельзя. Ну ладно, будем хилить. Ну, хоть один удар я заиммунил, так сказать. За счет бочки. Надо убивать Брюса, потому что он слишком жирный, серьезно. Такой жир я не вывезу. Фух, шотнули. Правда, долго, сложно, но шотнули. Еще один 14 уровень, кстати. Ну вот, посмотрите просто. Противники и мы, да? Жесть. Как мы это вывозим? Там реально либо бот, или... Ой-ой-ой-ой. Фух, чуть не шотнулся. Было близко, очень близко. Фух, ладно, живем, красавчики. Дохилю вас немножечко. Так, о, у меня активировался сразу первобытный инстинкт и сбросился сразу. Прекрасно. Не знаю, почему он сбрасывается. Может, баг новый. О, пингвинов целая куча. Толпа пингвинов, жесть. Так, бахаем пока что. Пока что поставим здесь капкан, вдруг Брюс зайдет познакомиться. Как раз то, что он и делает, да? Брюс любит знакомиться, это понятно. Кстати, Брюса резнули в итоге. По итогу получается. Я, наверное, не смогу сейчас вытащить этот бой, скорее всего. А может и смогу, в принципе. Так, ну, не смог. Хотя у нас еще акул живой. Так, давай, акульчик, просто убей его, просто... Замедление слишком сильное было. Блин. Ну вот, могли же вытащить. Все дело красиво. Наверное, слишком много я подставился. Блин, пингвины, конечно, гранатами, скорее всего, там все закидали, из-за этого мы проиграли. Очень обидно, но персонаж Яры, как видите, очень имбовый персонаж. Способен нагибать все, что можно нагибать. Главное, это ботиночек. Активный навык, и просто бегать и тыкать, и все на автоатаке. Иногда, конечно, можно направлять примерно, чтобы, знаете, там, в спину не стрелять куда-то там, в свою, да, то можно лучше направлять немножко в сторону противников, и тогда автоатака будет плюс-минус, там, шансом 70% попадать. Ну, если противники там в большом количестве, в кучке стоят, и все такое. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такой вот попугай Яра. Имба. Что я могу сказать? Опять же, определенная имба в определенных руках. При определенных обстоятельствах. Ну, вообще, в реальности, вы сами видели, с рандомами тащится красиво, динамично, интересно. Это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.